Всем привет! Меня зовут Елена Ермина. Я рада вас приветствовать на своем канале по вязанию крючком и спицами. Сегодня мы будем с вами вязать крючком из моей любимой пряжи. Хочу с вами поделиться вот такой замечательной идеей. Это летняя кофточка, связанная крючком. Кофточку, которую вы видите сейчас на фото, связана из пряжи. Летняя серия. Использована для вязания два цвета пряжи. Для вязания данной модели кофточки я вам рекомендую мою самую-самую любимую пряжу. Это Анна 16. В 100 граммах 530 метров. Стопроцентный мерсеризованный длинноволокнистый хлопок. Я вяжу эту пряжу крючком номер 2. Если у вас слабое вязание, вы можете использовать для вязания крючок номер 1,75 либо 1,5. Информация по расходу пряжи. Если вы будете вязать данную модель блузки с рукавом на размер от 46 до 52, вы можете заказать 3 мотка пряжи Анна 16. Расход пряжи 300 граммов. Ссылку на интернет-магазин, на пряжу Анна 16 и также свой промокод на скидку, размер скидки 5% я вам оставила в описании под этим видео и в комментариях. Вы можете связать данную модель кофточки с использованием двух цветов пряжи, либо связать в однотонном цвете. Карта цветов пряжи Анны 16 очень большая и разнообразная. Пройдите по ссылке и выберите свой цвет пряжи. Если все-таки решите связать данную модель кофточки, вяжите вот по этой схеме. Это схема основного узора. В этом видео хочу с вами поделиться схемами вязания кофточки, схемой вязания рукава, схемой вязания каймы, обвязка края. Далее здесь вот схема, как вязать подрезы, пройму. Вот эта схема, каким образом начать вязание и связать вырез горловины круглый на детали перед. Делюсь с вами выкройкой кофточки. Вот эта схема основного узора в уменьшенном виде и схемы вязания выреза горловины на детали спинка. Все эти схемы вы можете найти на просторах интернета, они в открытом и свободном доступе. Также эти схемы я продублирую на своем втором канале, который называется «Вязание крючком Елена Ермина», и этот канал находится на платформе Яндекс.Дзен. Ссылку на канал я вам оставила. Если вы не подписаны, подпишитесь. На своем Яндекс.Дзен канале «Вязание крючком Елена Ермина» я дублирую все схемы вязания, которые показываю на YouTube, и их можно распечатать, либо увеличить в размере. Обращаю ваше внимание, что данная модель кофточки вяжется сверху вниз. Вот направление вязания идет от плеча и двигаетесь вниз. Такой способ вязания очень выгодный, очень мне нравится, особенно тогда, когда у вас мало пряжи и вы не определились с длиной рукава и с длиной самого изделия. Вот по этой схеме видно, что начинается вязание с плеча. Сначала вяжете одно плечо, одновременно можно вязать второе плечо, вяжете на определенную высоту. Вот эта высота – это глубина выреза горловины. И потом соединяете две части при помощи цепочки. И далее уже продолжаете вязать основное полотно кофточки до линии проймы. Как связать подрезы, вот смотрите вот эту схему. Если вы начинающая вязальщица и не умеете вязать по схемам, не умеете вязать плечевые вещи, тогда я для вас подготовила каталог подробных моих попетельных мастер-классов по вязанию крючком и спицами. Просмотрев этот каталог, выбирайте любую модель, которая вам понравилась, и пишите в комментариях название проекта, название мастер-класса, и я вам отвечу, как получить уже готовый, отснятый мастер-класс, разработанный мной специально для начинающих. Досмотрите это видео, пожалуйста, до конца. Сейчас я вас приглашаю на мастер-класс по вязанию основного узора, которым связана кофточка. Узор я буду вязать из пряжи Baby Cotton от Kutnor. Это итальянская пряжа, 100% египетский хлопок, в 50 граммах 180 метров. Крючок для данной пряжи я выбираю диаметр крючка номер 2,25.
Выбираю пряжу более толстую, для того, чтобы вам было понятно, как вязать узор и все было видно. Если вы будете вязать данную блузку, то все-таки рекомендую вам выбрать для вязания пряжу Анна 16. Вязать узор будем вот по этой схеме. На схеме представлено 1, 2, 3, 4 раппорта в высоту и 3 раппорта в ширину. Первый, второй раппорт целые и получается третий раппорт располовиненный. Как вы видите на схеме, третий раппорт, вот он закрашен серым цветом. Это означает, что здесь вы можете поменять цвет пряжи. Допустим, первый и второй раппорт связали одним цветом, третий раппорт другим цветом, и четвертый раппорт вяжете тем же цветом, как вязали первые и вторые раппорты. Ширина одного раппорта 18 петель. Высота раппорта 3 ряда. Первый ряд он будет как установочный, второй, третий, четвертый — это высота раппорта, узора. То есть, когда вы будете вязать узор, вы все время повторяете второй, третий, четвертый, второй, третий, четвертый и вяжете на определенную высоту. Количество набранных петель у вас должно быть кратное 18. Плюс добавляете одну петлю для симметрии узора, если вы будете вязать узор прямыми и обратными рядами. Если будете вязать узор по кругу, тогда количество петель должно быть кратное 18. В скобках здесь обозначено начало раппорта, вот эта петля, первая петля, и крайняя петля раппорта, вот здесь. Приступаем к вязанию. Набираем цепочку. Длина цепочки 37 петель. Мы будем с вами вязать один целый раппорт и один раппорт, состоящий из двух половинок. Количество петель для двух раппортов получается 18 плюс 18 — 36 и одна петля для симметрии. Общее количество набранных петель 37. Вяжем первый ряд узора, он будет у нас установочным. Набираю дополнительно 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. От конца цепочки отсчитываем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмую петлю провязываем один столбик без накида. Цепочка. Длина цепочки 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 3 петли. 1, 2, 3. В четвертую петлю провязываю столбик без накида. Цепочка 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаю 2 петли цепочки 1, 2. В основании третьей вяжем столбик без накида. И повторяем. Цепочка 3 воздушные петли. Пропускаю 2 петли цепочки, первая, вторая, в третью петлю провязываем столбик без накида. Цепочка 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 3 петли. 1, 2, 3. В основании четвертой провязываем столбик без накида. Цепочка 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 3 петли. 1, 2, 3. В четвертую столбик без накида. Цепочка 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 3 петли. 1, 2, 3. В четвертую один столбик без накида. Цепочка 3 петли. 1, 2, 3. Пропускаю 2 петли цепочки. Первая, вторая. В основании третьей столбик без накида. Цепочка 3 петли. 1, 2, 3.
пропускаю 2 петли в третью, столбик без накида. Цепочка 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 3 петли. 1, 2, 3 в четвертую, столбик без накида. Заканчиваем вязать ряд. 2 воздушные петли. Пропускаю 1 петлю цепочки. И в следующую, получается, через петлю 1 столбик с одним накидом. Все, связали с вами первый ряд, он у нас установочный. Сейчас мы с вами свяжем половину одного раппорта. Вяжем первый ряд узора. 3 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. И там, где у нас была цепочка из 2 воздушных петель, поверх цепочки провязываем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. С учетом 3 петель подъема всего связано 5 столбиков с одним накидом. Поверх цепочки из 5 воздушных петель вяжем 1 столбик без накида. 2 воздушные петли. 1, 2, 3. Так, 3 воздушные петли провязали. Пропускаем вот эту вот арочку из 3 петель. И после первой арочки находим столбик без накида. Ввожу крючок под косичку, провязываем 3 столбика с одним накидом в одну петлю. Вот эта петля, где мы провязываем 3 столбика с одним накидом, первая петля раппорта. Раппорт у нас начинается с элемента, состоящего из 3 столбиков с одним накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаю вот эту арочку из 3 воздушных петель и поверх цепочки из 5 воздушных петель провязываем 1 столбик без накида. Находим арочку из 5 воздушных петель. Поверх цепочки провязываем 9 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. Связали ракушку из 9 столбиков с одним накидом. Следующая арочка у нас идет из 5 воздушных петель цепочка. Поверх цепочки провязали столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее у нас идет 2 арки. Длина цепочек по 3 воздушные петли. Находим между арочками столбик без накида. И под косичку ввожу крючок. Провязываем 3 столбика с одним накидом. Вот эти 3 столбика с одним накидом, связанные в одну петлю, это начало следующего раппорта. То есть каждый раппорт у вас будет начинаться с элемента, состоящего из 3 столбиков с одним накидом. Давайте сейчас вместе с вами разберем, из чего же состоит один раппорт. В основу одного раппорта входит 3 столбика с одним накидом, цепочка 3 воздушные петли, 1 столбик без накида, 9 столбиков с одним накидом, 1 столбик без накида
цепочка 3 воздушные петли. Вот этот элемент из 3 столбиков с одним накидом, это начало уже второго раппорта. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Пропускаем вот эту арочку, и столбик без накида мы провязываем поверх цепочки из 5 воздушных петель. Заканчиваем вязать ряд. Поверх цепочки провязываем 5 столбиков с одним накидом. Так, связали мы с вами второй ряд по счету, либо первый ряд раппорта. Давайте посмотрим, что же у нас с вами получилось. Итого мы связали один с вами целый раппорт. Будем считать вот эти ракушки. Это первый раппорт. И если мы соединим вот этих два элемента, то у нас получается второй раппорт. Общее количество раппортов связанных здесь получается 2. Один целый и второй располовиненный. Данный вид узора прекрасно вяжется прямыми и обратными рядами, и также вы можете его вязать по кругу. Вяжем второй ряд. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание на другую сторону. Далее мы в вершину каждого столбика с одним накидом крючок вводим под косичку, под переднюю заднюю стенку. Провязываем по одному столбику с одним накидом. Между столбиками 1 воздушная петля. Значит, вот эти петли подъема у нас засчитываются как за столбик с одним накидом. Мы связали первый столбик, второй, далее третий столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, четвертый столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и пятый столбик с одним накидом. Провязываем 1 воздушную петлю, находим столбик с одним накидом, первый, под косичку вяжем поверх столбика 1 столбик без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Вершину третьего столбика с одним накидом под косичку вяжем 1 столбик без накида, 1 воздушная петля. Вершину каждого столбика с одним накидом провязываем по одному столбику с одним накидом. Крючок, как обычно, ввожу под косичку. Между столбиками вяжем по 1 воздушной петле. Первый столбик, 1 воздушная петля, второй столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, третий столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, четвертый столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, пятый столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, шестой столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, седьмой столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, восьмой столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и девятый столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Вершину столбика с одним накидом провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и вершину третьего столбика также провязываем столбик без накида. Одна воздушная петля. Находим столбик с одним накидом и в вершину столбика провязываем первый столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, второй столбик с одним накидом,
1 воздушная петля, в следующую петлю 3 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, 4 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. И здесь в первую петлю от столбика провязываем столбик с одним накидом. Все, связали по счету 3 ряда и второй ряд первого раппорта. Далее мы вяжем по счету 4 ряд и 3 ряд первого раппорта. Цепочка 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь мы находим второй столбик с одним накидом в предыдущем ряду. Вот первый столбик, второй. В вершину столбика под косичку провязываем 1 столбик без накида. Цепочка 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Находим 4 столбик с одним накидом и в его вершину провязываем 1 столбик без накида. Цепочка 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Поверх цепочки из 3 воздушных петель провязываем 1 столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем первый столбик с одним накидом, вершину второго. Под косичку ввожу крючок, провязываю 1 столбик без накида. Цепочка 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее через столбик вот этот пропускаем, вершину столбика провязываем 1 столбик без накида. Цепочка 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь мы, получается, пропускаем столбик с одним накидом и через столбик провязываем 1 столбик без накида. Цепочка 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 1 столбик с одним накидом и в вершину, получается, 8 столбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Цепочка 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Поверх цепочки провязываем 1 столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем первый столбик. Вот он. Вершину второго под косичку провязываем столбик без накида. Цепочка 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 1 столбик. Вершину следующего провязываем 1 столбик без накида. 2 воздушные петли. 1, 2. Здесь мы вяжем во вторую петлю. Первую пропустили, во вторую провязали 1 столбик с одним накидом. Все. Давайте проверяем. Связали мы с вами 1 раппорт узора. Вот так вот он выглядит с одной стороны и с другой стороны. В основу раппорта входит вот этот ряд, это второй по счету. Значит, второй ряд, третий ряд и 4 ряд по счету. Всего лишь 3 ряда. Высота раппорта 3 ряда. Получается, 2, 3, 4 мы все время повторяем. Вот этот первый ряд, он у нас был установочным. Давайте сейчас я вам покажу, как вяжется
первый ряд второго раппорта. По счету это у нас будет с вами 5-й ряд, и мы его свяжем вместе. Вяжем первый ряд второго раппорта, по счету 5-й ряд. 3 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. Поверх цепочки из 2 воздушных петель провязываем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий и четвертый. С учетом 3 петель подъема у нас связано 5 столбиков с одним накидом. Поверх цепочки из 5 воздушных петель провязываем 1 столбик без накида. Цепочка, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Находим столбик с одним накидом, вот он, и в его вершину под косичку ввожу крючок. Провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Нашли цепочку из 5 воздушных петель. Вот она. Поверх цепочки провязываем 1 столбик без накида. Далее мы вяжем поверх следующей цепочки арочку, то есть веерочек, ракушечку, состоящую из 9 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Связали 9 столбиков с одним накидом. Поверх цепочки из 5 воздушных петель провязываем 1 столбик без накида. Цепочка из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Находим столбик с одним накидом и в вершину столбика под косичку ввожу крючок, провязываем 3 столбика с одним накидом с общим основанием. Цепочка 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Поверх цепочки из 5 воздушных петель провязываем 1 столбик без накида. Давайте я вам покажу. И далее мы заканчиваем вязать ряд, провязываем поверх цепочки вот этой. Здесь у нас длина цепочки была 5 воздушных петель. Вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Все, связали мы с вами первый ряд второго раппорта. Общее количество связанных рядов 5. Вот так смотрится узор с одной стороны и с другой стороны. Здесь, видите, узор двухсторонний, и даже можно с любой стороны сделать лицевую сторону. Здесь без разницы, где лицо узора. В общем, сами определяйтесь, потому что с обеих сторон узор выглядит одинаково. Давайте еще раз повторим. Значит, раппорт у нас узора состоит из 3 рядов. Второй, третий, четвертый. Вы все время повторяете. Вы можете перемотать видео на начало вязания второго ряда и вяжете вместе со мной, все время повторяя второй,
третий, четвертый, второй, третий, четвертый. Либо перемотать видео на начало вязания третьего ряда и вяжите вместе со мной, повторяя все время третий, четвертый, пятый, третий, четвертый, пятый, как вам больше нравится. Я связала узор из пряжи довольно-таки толстой. Видите, какой узор получается? Очень ажурный, плотный. Ну, тоже, в принципе, неплохо смотрится. Но вот из этой пряжи я вяжу спицами, либо кардиганы-жакеты из пряжи Baby Cotton. Если вы выберете пряжу Анна 16 и свяжете этот узор из пряжи в 100 граммах 530 метров, то у вас узор будет смотреться более нежнее, интереснее. В общем, попробуйте разную пряжу и выберите самый-самый красивый образец узора. И после этого только приступайте к вязанию кофточки. А сейчас я вас приглашаю посмотреть каталог всех моих подробных петельных мастер-классов, разработанных специально для начинающих. Выберите любую модель и впишите мне в комментариях, какой мастер-класс вы желаете получить, и я вам обязательно отвечу. Каталог мастер-классов. В описании под этим видео и в закрепленном комментарии вы найдете 2 ссылки, где проходят победительные мастер-классы. Или вы можете, выбрав модель, сразу же в комментариях мне написать «Хочу связать». Далее пишите название проекта, и я вам в комментариях отправляю ссылку на мастер-классы. Приглашаю вас связать блузку, тунику или платье. Название проекта «Крокус». Крокус вяжется крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 вещи. Мастер-класс очень подробный, наглядный и состоит из 6 видеочастей. Вяжем крокус на любой размер. От 42 до 56 размера. Размеры я указала российские. Жду вас на мастер-классе. Будем вязать вместе. Следующая модель. Вяжем блузку Жасмин. На любой размер. По одному мастер-классу вы можете связать 3 вещи. Летний топ, блузку, либо тунику с рукавом 3/4 или длинным рукавом, кому как больше нравится. Видео мастер-класс очень наглядный и подробный. Блузку вяжем сверху вниз, по кругу, без швов. Также в мастер-классе я показываю, как вяжется по кругу каждый ряд узора. Всего здесь 3 вида узоров. И получается, что мастер-класс состоит из 10 частей. Очень наглядный, подробный, специально разработанный мной для начинающих вязальщиц, которые учатся вязать крючком. Если вам понравилась данная модель блузки, пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать Жасмин». Следующий проект. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию кардигана, жакета. Название проекта «Облака». Интересная модель. Вяжется сверху вниз. Реглан. Без единого шва. Можно связать на любой размер, который вы носите. Пряжа для вязания может быть любая. Это может быть однотонного, либо секционного окрашивания. Летний вариант и демисезонный. Данную модель кардигана можно носить круглый год. Мастер-класс «Облака» очень наглядный, подробный, состоит из 7 частей. Формат видео. Если у вас есть желание связать жакет, кардиган, название проекта «Облака», пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать облака». И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на мастер-класс. Будем с вами вязать блузку, кофточку. Название проекта «Любимка». Эта модель нравится очень многим рукодельницам, и многие уже из вас ее связали. Мастер-класс состоит из 8 частей. Вязание сверху вниз. Здесь я показываю, как вяжется росток, подрезы. В общем, разбираем все элементы вязания. Мастер-класс видеоформат, наглядный, разработан мной для начинающих рукодельниц.
Если вам понравилась данная модель блузки, в комментариях под этим видео напишите «Хочу связать любимку». Не менее очаровательная блузка, которая вяжется крючком, регланом сверху вниз. Название проекта «Белоснежка». Мастер-класс состоит из 6 частей, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Блузка «Белоснежка» вяжется не очень сложно, можно связать на любой возраст и размер. Она не очень сильно просвечивает. Есть желание связать? Пишите в комментариях под этим видео «Хочу связать Белоснежку». И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Замечательная модель под названием «Незабудка». По одному мастер-классу можно связать жакет или кардиган. Мастер-класс очень подробный, наглядный, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Состоит из 9 частей. Формат видео. Жакет «Незабудка» можно связать на любой размер и на любой возраст. Может быть летний вариант и демисезонный. Все зависит от того, какую пряжу для вязания вы выберете. Модель жакета с вточным рукавом. Модель жакета классическая. Подойдет абсолютно всем. Такая базовая модель должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины. Если у вас есть желание связать жакет «Незабудка» либо кардиган, пишите в комментариях под этим видео «Хочу связать незабудку». Приглашаю вас на мастер-класс. Название проекта «Васильковое поле». Вяжем летнюю кофточку, футболку. Кофточка вяжется крючком на любой размер и можно связать на любой возраст, так как она не просвечивает. Мастер-класс продуман до мелочей. Идеально подходит для начинающих рукодельниц, которые хотят научиться вязать плечевые вещи. Присмотритесь к этой модели. Мастер-класс видеоформат состоит из 6 частей. Данную модель кофточки свяжет любая начинающая. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать васильковое поле». Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию летней кофточки, туники. Можно связать топ. Название проекта «Великолепный ананас». Данная модель связана крючком. Вяжется она снизу вверх. Круглая кокетка. Можно связать абсолютно на любой возраст и размер. Мастер-класс настолько подробный, что справится даже начинающая вязальщица. Мастер-класс состоит из 11 видеочастей. Особенно и настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели начинающим вязальщицам-рукодельницам, которые только-только учатся вязать крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 изделия: топ, тунику, кофточку. Название проекта «Великолепный ананас». Также в мастер-классе я показываю, как выровнять низ изделия. Есть желание связать данную модель? Пишите «Хочу связать великолепный ананас», и я вам дам ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на видео мастер-класс по вязанию универсальной модели, которая подойдет всем. Можно связать на любой возраст, на любой размер. Название проекта «Айсберг». Вяжем джемпер, пончо крючком. Вяжется здесь модель интересным способом, а как вязать, я вам все подробно показываю в 3 частях видео мастер-класса. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать айсберг, и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Далее будут проекты, связанные спицами. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки. Название проекта «Листья Брунелла». Мастер-класс состоит из 6 видеочастей, где я наглядно показываю, рассказываю, как вяжется джемпер по кругу и без швов. Очень уникальная техника вязания. Мне кажется, вам она настолько понравится, что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи. Есть желание связать? В комментариях напишите «Хочу связать листья Брунелла». Приглашаю вас связать джемпер спицами. Название проекта «Карамелька». Можно связать на любой возраст, также на любой размер.
Мастер-класс очень подробный, наглядный, состоит из 4 частей. Формат мастер-класса – видео, видеофайлы. В этом мастер-классе я вам покажу интересную технику вязания. Можно связать данную модель джемпера по кругу, прямыми обратными рядами. Мы вяжем с вами без швов. Есть желание присоединиться к вязанию? Пишите «Хочу связать карамельку». И я вам дам ссылку на мастер-класс. Благодарю, что досмотрели весь каталог мастер-классов до конца. Все мастер-классы видеоформат, попетельные, наглядные для начинающих. Есть желание связать? Находите ссылки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Если не найдете ссылки, пишите в комментариях под видео «Хочу связать» и далее пишите название проекта, который вам больше всего понравился. Это не все мастер-классы, которые у меня есть. Каталог будет постоянно наполняться и пополняться новыми моделями. Также я разрабатываю сейчас новую коллекцию по вязанию крючком и спицами. И будем с вами продолжать творить красоту, создавать уникальные вещи своими руками.